Всем привет! Меня зовут Макс, вы на канале Энциклопедия Эмигранта. Сегодня мы рассмотрим с вами туристические визы. Присаживайтесь, наливайте чайку, затягивать не будем. Погнали! Итак, прежде всего давайте разберем самый главный вопрос, который всех интересует. Это вопрос с вакцинами. Начиная с 6 декабря 2021 года вступили в силу новые требования для путешественников. И теперь, чтобы попасть на территорию США, вы должны выполнить одно из некоторых условий. И значит, одно из таких условий – это наличие ПЦР-теста, теста на ковид, не позднее, чем за один календарный день до влета. Также вместо этого самого ПЦР-теста можно использовать ваш положительный тест на ковид за предыдущие 90 дней и справка о выздоровлении. Таким образом, США будут знать, что вы болели, переболели и теперь можете влетать в страну. К сожалению, никуда не делись требования от еще, по-моему, 8 ноября, я сейчас проверю, от 8 ноября 2021 года, которые обязуют путешественников, людей, которые прибывают на территорию США, быть привитыми одной из 9 вакцин, которые одобрены ВОЗ. На данный момент вакцины одобрены вот эти все. Как видите, среди них спутника не наблюдается. Пока что это так, возможно, позже спутник наконец-то станет одобрен ВОЗ. Очень все ждем. Пока что спутник не канает. Также исключением для этого правила являются вот эти люди. Вот там вот я скину вам ссылочку. И там будут написано, кто может попасть на территорию США без вакцины. Людей не так много. Я вам сейчас вот тут напишу такой кратенький список, вот тут небольшой, или вот здесь. Вот. Но основной документ, оригинал я вам скину в описании, почитайте. Все довольно понятно, переводчики в 2021 году есть. Как вы все знаете, получить визу в США из России сейчас невозможно. Дипломатические отношения между Россией и США переживают, мягко сказать, не самые лучшие времена. Вова, наш любимый Вова, со всеми разругался к фигам, поэтому работаем с тем, что есть. Последний месяц началось очень хорошее, положительное такое прям движение в сторону открытия европейских стран для российских граждан, для получения туристических виз. То тут, то там слышно, что люди получают туристические визы. Это связано с отменой прокламации на въезд нерезидентов в страны Европы из-за ковида. Прокламацию отменили, и теперь вроде потихонечку государства приоткрывают двери, не настежь, по чуть-чуть, помаленечку открывают. И есть возможность вот в этот самый первый поток, пока еще не все чухнули, залететь и попробовать получить визу. Но, как я уже и сказал, ворота открыты не настежь, поэтому у вас все так же есть огромные риски, что вам отменят запись на собеседование. Такое бывало и не раз. Даже у моих знакомых было по 2 раза. Но те, кто очень хотят, те найдут. Вас это вряд ли отпугнет, поэтому если уж собрались ехать в США, то езжайте. Вот сейчас расскажу вам, какие есть для этого страны. Итак, где и как можно получить туристическую визу в 2021 году? Такой топ стран в данный момент в 2021 году, через которые люди пытаются получить туристическую визу. Есть куча других стран, но эти самые-самые сейчас популярные. По ним уже люди протоптали тропинки, по ним уже более-менее понятно, как там люди вообще реагируют, как все это происходит. Самая популярная, самая востребованная в данный момент страна для получения туристической визы – это, конечно же, Польша. Польша. В Польше есть 2 города, где можно получить визу. Это Краков, в котором вы проходите собеседование исключительно на английском языке, и Варшава, где можно пройти на русском. Но я бы все-таки рассчитывал больше на английский язык в Варшаве, потому что не всегда можно получить русский язык. Лучше подстрахуйтесь, либо выучите английский, он не такой сложный вам нужен на собеседовании на самом деле, либо вам нужен переводчик. О переводчиках чуть попозже. Попасть в Польшу в данный момент напрямую невозможно. Невозможно уже очень давно.
Поэтому есть такие способы, лайфхаки. Можно попасть в Польшу через Грецию. Люди берут Шенген в Грецию, летят в Грецию и после этого уже трансфером летят в Польшу. Но тут все тоже не так все просто. В общем, чтобы попасть в Польшу, у вас есть два способа. Один замороченный, второй очень сильно замороченный. Так вот, давайте сначала о замороченном. Замороченный способ. Значит, вам нужно прилететь в Грецию. В аэропорту делаете экспресс-тест, что вы не болеете ковидом. И с помощью этого экспресс-теста вы можете не сидеть на карантине 10 дней в Польше. Вот, в общем-то, и все. И попадаете в Польшу. По некоторым данным, не особо подтвержденным, но и не опровергнутым, для входа в посольство вас могут попросить вакцину и могут просто не пустить. Повторюсь, кто-то говорит, мы проходим, а кто-то говорит, нас развернули, не пустили без вакцины. Кому верить, не знаю, но как вы уже, наверное, смогли заметить по моему каналу, я привык все делать наперед и как бы подстраховываться. Поэтому, если вы очень хотите получить визу прям в Польше, вот прям позарез или в европейской стране, о них позже, я бы посоветовал более трудоемкий, но более такой дальновидный вариант на Америку и точно рабочий. Это значит, люди приезжают в Грецию, ставят себе первую вакцину, как там, первый этап это называется, первый укол, дозу, ждут 2-3 недели, ставят второй укол и уже вакцинированные со всеми бумагами спокойно влетают в любую страну Европы, в том числе Польшу, проходят собеседование и все молодцы. Для тех, кто уже получил спутник, ну вот так вот, да. Спутник пока нигде не любят. В Америке спутник не одобрен, в Европе спутник не одобрен, поэтому вам придется ограничиться ПЦР-тестом. В самой Польше сейчас мест как таковых нет, потому что все очень сейчас резко ломанулись именно в Польшу, и записаться сейчас практически невозможно. Отказов больших там нет сейчас, то есть статистика такая неплохая, людям выдают визы, люди получают туристические визы, но записаться трудно, поэтому многие используют сторонние организации, так называемые боты, чтобы этот самый бот помог им зарегистрироваться на сайте посольства. Все берут по-разному, я слышал за 2, за 5, за 10 тысяч рублей. Что делает бот вкратце? По сути, к нему привязывается лишь ваш личный аккаунт, который вы завели на Польше, и он просто мониторит даты. Как только даты придут, он вас записывает. Это вот такие боты есть. Есть еще просто notification, так называемые уведомления по-русски, когда кто-то ищет вам даты, и как только дата появляется, вам скидывают смс-ку или делают вам дозвон, и вам нужно срочно там в позе срущей собаки бежать к ноутбуку и заходить, пытаться зарегистрироваться на эту дату. Всякие варианты возможны, имеют место быть, поэтому сами решайте, как вы хотите. Как бы кто очень хочет попасть в Америку, он попадет и через Польшу, и через Мексику. Но вы предыдущие видео и так видели. Ну и опять же бот, сам бот, он вам никаких гарантий не дает. Соответственно, он просто мониторит даты. Но если дат нету вообще, и просто посольство не выкидывает новые даты для людей, то он вам ничего и не найдет. Поэтому обращайте на это тоже внимание. Если нет дат, бот вам не поможет. Следующая страна. Следующая наша страна – это любимая наша Германия. Кому-то любимая, кому-то нет. В ней есть несколько городов. Не трогай микрофон. Это Берлин и Франкфурт. Берлин и Франкфурт. Берлин и Франкфурт. Собеседование также, естественно, есть на немецком, есть на английском. На русском языке нет, поэтому вам понадобится переводчик. Можно использовать переводчика. Единственное, вы должны знать, что переводчика нельзя взять кого-то с улицы, просто так, друга по другу. Это должен быть какой-то специалист или не специалист, но важно понимать, что вы должны подать на него документы заранее в посольство. То есть уведомить посольство, что с вами будет такой-то, такой-то человек, вот его данные, вот его паспорт, чтобы вас вместе с ним, его вернее, вместе с вами пропустили.
Мест как таковых сейчас тоже нет в наличии, придется пользоваться ботом, либо пытаться пойматься сами. В основном схема абсолютно такая же, как в Польше, прямого въезда для россиян тоже нет, поэтому придется какими-то другими странами объездными въезжать. По-другому, к сожалению, никак. Даты в Германию, их нет, как я уже говорил, но не на все города. На Берлин, по-моему, дат нет, а вот вроде бы на Франкфурт даты есть на март, апрель, май, то есть на весну. Но я бы на вашем месте поторопился, потому что даты улетают как горячие пирожки с полок. Так что поспешите. Венгрия, Будапешт. Будапешт. В общем-то, мест нет, но вы держитесь. Все как и везде. Хотите в Венгрию, ловите даты. Что я могу сказать? Попасть сложно. Записаться сложно, вернее. Страна Италия. Тут сразу у нас 3 целых города. Это у нас Рим, Флоренция и Милан. Рим, Флоренция сразу нет. В них вы, скорее всего, не запишетесь, хотя сообщения в чатиках всяких разных и на форумах появлялись, что люди получили то тут, то там во Флоренции. Но, конечно, они записывались уже давным-давно заранее. В данный момент записаться можно только в Милан, только на английском языке, ну итальянский, само собой. Запись сейчас есть точно так же на весну. Запись в Милан есть на апрель и на май в данный момент. Израиль. Любимый мой Израиль. Когда-то прямо Мекка для туристов. Многие получали визу в Израиле, но потом Израиль от всех огородился, сказал, что все, никого пускать не будем. Тут он начал снова всех пускать, но из-за того, что это очень излюбленное место для туристов, ну, имеется в виду для американских туристов, чтобы они получили визу, там работает 2 города. Это Иерусалим, в котором никогда не будет мест, вообще забудьте, и Тель-Авив, где места периодически появляются. Они раньше были в больших количествах, сейчас, к сожалению, запись есть только на осень следующего года, то есть 2022 года. Но если вы верите в чудеса, если у вас есть какой-то бот, то может быть кто-то отменит свою запись там на весну, на зиму, или перенесет свою дату, и у вас возможность будет забрать их дату. Но вероятность этого, конечно, крайне мала. Но кто не верит в чудеса, не знаю. Еще важный момент, там можно проходить на русском языке. В Тель-Авиве товарищи в посольстве прекрасно владеют русским языком, почти без акцента, поэтому сам Бог велел. Но если вы в долгосрок, конечно, планируете поездку в Америку, так что записывайтесь спокойно на сентябрь-октябрь следующего года, готовьтесь, развлекайтесь, зато понятные даты и вроде как никаких проблем с прибытием. Ха-ха, вы что, думали, будет много стран, что ли? Нет, ребят, вот все у нас получается. Польша, есть Германия, есть Венгрия, Италия, Израиль. Вот 5 стран, топ-5 стран, в которые сейчас можно попасть. Но есть, конечно, и другие страны. Их довольно много на самом деле, страны-города. Но, к сожалению, я бы не рекомендовал обращаться в них, если только прям вот без крайней нужды. Потому что с ними ничего не понятно, у них постоянно меняются правила, постоянно отменяются собеседования, то тут, то там. И без возмещения стоимости консульского сбора. Поэтому это очень рискованно, но если эта страна находится прям рядышком с вами или вы находитесь прям в ней и вам удобно, то почему нет? Список стран, вот он вот сейчас будет вот здесь вот так вот идти, блин, как в «Звездных войнах», вот так вот так, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот, а я вам пока еще что-нибудь расскажу. Важное еще примечание. Какую бы вы страну ни выбрали для получения туристической визы, вам в первую очередь необходимо зайти на сайт Министерства иностранных дел, МИД так называемый. Потому что ролик мой устареет через неделю, через 2, через месяц, через год. Информация станет либо неактуальна, либо она изменится. А вот на сайте МИД всегда будет самая достоверная информация. Поэтому, прежде чем вы выбрали какую-либо страну, вы должны зайти на сайт МИД и почитать, какие в данный момент требования для нерезидентов, для туристов, чтобы попасть в страну. Все подробно будет описано. Нужна вакцина, не нужна вакцина. ПЦР-тест канает, не канает. Можно ли поехать туристом или нужна только бизнес-виза, как вот в той же самой Польше. Поэтому обязательно проверяйте все на сайтах Министерства иностранных дел, гуглится за 5 секунд. И еще, есть полезный сайт, я оставлю ссылочку в описании.
Это сайт, где можно посмотреть приблизительные сроки ожидания в той или иной стране в городе. То есть механика очень проста, вы заходите на сайт, пишите, допустим, Копенгаген, и он вам выдает информацию, сколько примерно сроки ожидания записи на эту самую визу. Сроки очень приблизительные, сразу говорю, они вам ничего такого прям конкретного не скажут. Но они хотя бы дадут какое-никакое понимание, есть ли вообще смысл тратить время на эту страну и вообще копать, узнавать про нее или еще что-то. Как, например, там вот тот же самый Копенгаген или там Брюссель в Бельгии. Но вот де-факто он как бы есть, де-юра вернее, можно получить визу, но де-факто и визу там получить ну никак, потому что не запишешься. Соответственно, зачем тратить на это свое время? Также, если еще одна ссылочка для вас, если вы большой коррупционный дядя, который когда-то был занесен в список недружелюбных для Америки товарищей, вы можете найти себя в этом списке. Но с другой стороны, если вы нашли себя в этом списке, значит, скорее всего, у вас все хорошо и как бы вам эта Америка и нафиг не нужна. Так что, ну не знаю, просто по фану оставлю посмотреть. Соседа проверьте. Да, в этом ролике мы, естественно, не обсуждаем, как заполняется форма DS-160 на туристическую визу, как платить консульский сбор, как заполнять анкеты, как готовиться к собеседованию, какие взять документы с собой на собеседование. Естественно, не рассматриваем каждую конкретную страну, как это нужно, потому что, ну, не факт, что это будет полезно большому количеству людей, так что если вам конкретно эта тема интересует, вы пишите в комментариях, я все комментарии читаю. И как только наберется какая-то масса комментариев на ту или иную тему, я обязательно как бы ролик на нее сниму. А так вот, хотел бы вам напомнить прописные истины, про подписку, про лайки, про колокольца, про комментарии, про поделиться с друзьями. Что бы я вам хотел посоветовать для тех, кто хочет получить визу в США посредством туризма, естественно. Есть куча тематических форумов на самом деле. Я в свое время пользовался форумом АВД. Он не нуждается в рекламе, это не реклама, это огромный ресурс, куда и так все рано или поздно попадают. Лично я не знаю больше других крупных форумов, где можно почитать не только за США, а в целом вообще за любую страну, абсолютно любую, страну. Называется он или форум АВД, либо форум Винского. Тоже ссылку оставлю в комментариях. Заходите, читайте, там есть ветки, прям тематически по США. Также там можно найти конкретную страну, допустим, вас интересует Азербайджан. Вы можете найти в ветке США, ветку с Азербайджаном, почитать ее всю. И там на последних страницах обычно народ еще выкидывает скриншоты с записью, на какие даты есть запись. Потому что если вы не в курсе, то Америка говорит следующим образом. Вы нам сначала денежки платите, консульский сбор $160, а потом уже посмотрите, какие есть даты. И это не очень удобно. Поэтому на форуме Винского вы можете найти вот эти самые даты и понять, есть ли смысл вообще заводить личный кабинет в том же самом Азербайджане, или там записи все равно нет, а значит смысл. Поэтому можете по этим веточкам проскочить и посмотреть, вообще люди скидывают какие-либо даты или нет. Ну, я бы как на вашем месте сделал. Я вот вам дал топ-5. И потом еще идут страны. И вот вы заходите на этот форум и пишете, допустим, там Польша. Заходите в эту тред, в обсуждение, смотрите последнюю страницу и смотрите, на какие даты люди кидают запись, какая есть запись. Если запись есть, шикарно, записывайтесь. Если нет, тыкайте следующий там, Берлин. И вот так вот каждый проверяйте. Рано или поздно вы найдете более-менее ближайшую к вам дату. Но сразу говорю, времена, когда можно было записаться там через неделю, через две в тот же самый Израиль, в Тель-Авив, они прошли. Сейчас запись 2, 3, 4 месяца в лучшем случае, если очень повезет. А так вот ориентируйтесь на весну, лето. Если вы хотите знать, как не ждать туристическую визу, а попасть в Америку другим способом, посмотрите мои предыдущие ролики. Но я еще раз напомню, это не для того, что вот не получилось туристической, поедем так. Нет, у вас должны быть для этого основания. Есть основания, езжайте. Да и в общем-то все.
Всех обнял, приподнял. Пока.